Всем привет! Ой, Сегодня у нас на канале очень интересный фильм. Называется «Король говорит». да. Король много что говорит. И это действительно интересный фильм, потому что в нем мы видим архетип раненого короля. Этот архетип достаточно во многих сказках проявляется. Это очень известная история в книге «Он» Метафора Роберта такая. Джонса, да, где про Грааль, Мгм. король-рыбак, он раненый король. Вот, и часто в фильмах, и «1+1» мы разбирали, там тоже раненый король. Получается, да, когда у Да, человека все есть. да, и вот сейчас здесь прям с названием "Король говорит". Да, ну по названию сразу видно, что что-то не так с его речью, если король говорит. Ну, просто оно так акцентировано, А у меня выделено. наоборот, вот это выделение говорит о том, что вот он говорит, он может говорить, у него есть на это право. А у меня Видишь, у больше так нас про преодоление. разные, да, разные видения. То есть сначала он не мог преодолеть, говорить, а потом уже смог. Но дело начинается, в общем, он вырос в королевской семье, у него отец король, Мгм. есть старший брат, и, видимо, ну, отец, да, умирает же по сюжету, получается, и При смерти. Сначала он находится при смерти, а потом умирает. И здесь вот очень такой важный момент, да. Он уже король, он уже мгм, рожден в королевской семье. Вот, да, вот почему нам очень сложно понять друг друга. Да, это вот такой вот интересный эффект, когда один ребенок приходит в гости к другому ребенку. Ведь в одной семье одни устои, в другой семье другие устои. И по сути, если они еще на равных, они могут понять друг друга, да, и будут какие-то точки соприкосновения. А когда это, извините меня, такая достаточно сильная королевская фигура, нам бывает мгм. достаточно сложно ее понять. А королю достаточно сложно понять нас, потому что он не знает, что такое жить обыденной жизнью, не королевской. Да, И когда ты начинаешь это видеть, у него другие масштабы. Задача короля какая? об- оберегать свое королевство. Оберегать свое королевство, защищать свое королевство, развивать свое королевство, видеть на несколько лет вперед, на несколько, Стратегом быть. да, на несколько, ну, я бы сказала, даже десятилетия вперед, да, потому Мгм. что просмотреть все эти этапы. Поэтому иногда какие-то вещи нам кажутся в моменте непонятные, Нелогичное. нелогичные, да, а сквозь года это выстраивается совсем в другую историю, совсем в другую динамику. И в этом фильме очень хорошо показано вот этот момент, что он уже Король. король, да, у него уже вот этот статус внутренний есть. Да, и все, чтобы стать именно полноценным королем. Не все, Но, ну, я имею в есть виду все, нюанс. все внешние атрибуты. Да, есть нюанс заикания. Да, заикание. Проклятое заикание, которое он пытался как-то все справиться, но не получалось. И это тоже интересный момент, да, заикающийся король. То есть он не может а, Выразить, наверное, себя. выразить себя, проявить себя, стать тем, кем он есть на самом деле. В этом и есть его ранение. Ну, наверное, ранение из-за того, что у них была сильно доминантная королевская часть, вот эта отцовская, Да, 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 подавляющая, подавляющая отцовская часть. такая больше ломающая через Да, колено. и, соответственно, старший брат, да, Мгм. для того, чтобы выйти из-под давления, он вообще в дальнейшем вышел из правления. Он влюбился в женщину, и для него этот момент был сильнее, чем править всей страной. Потому что править всей страной — это ответственность, Да, которая уже есть. не только благо, Нет, далеко не всегда. но чаще всего ответственность. Конечно. И вот находится, да, там интересно тоже, вот этот, тот, кто помогает ему исправить, он живет В другой системе в координат. другой системе координат. У него все другое. То есть и вот этот вот момент, то, что королю нужно для того, чтобы излечить свой недуг, ему нужно спуститься. Мгм. Ему нужно спуститься в самый низ,
увидеть, а как там люди живут. Последовать советам этого. Воспользоваться, да, поверить в эту часть. Так, ту часть, которая была отвергаема, потому что его вот не принимали куда-то в театр, он где-то вот все время ходил, и другая часть была на грани бедности, Мгм. еле выживались, но вдруг такой контакт случается. Когда пришлось принять и поверить в это. Да. И обе части в этом месте начинают исцеляться, они начинают взаимодействовать. И самое интересное, вот тоже вот очень классный момент, когда в ходе исцеления возникает агрессия друг на друга, обида, Мгм. агрессия, что нет, ничего не получится, нет, ничего невозможно. Вот это вот первый шаг, вот это вот большое видение того, что вот-вот все Произойдет. разрешится, да, потому что это момент, это точка прорыва. Когда накапливается, да, вот эта критическая масса Да. возможностей, так сказать, к исцелению, проявляется агрессия, Мгм. которая дает ход дальнейшему исцелению уже. Да, и здесь вот интересный момент. Даже королю приходится над собой Работать. работать, О, боже мой. не сидеть на диване. И ждать, пока принесут. Да, и он изо дня в день работает, работает, работает. И даже королю страшно. Да. Ему приходится преодолевать свой страх. Потому что в корне он обычный человек с Да, с теми же страхами. Ну, может, на других уровнях, но страхи те же самые. И такая вот преодолевая, да, все эти невзгоды. несмотря на то, что он король, представляешь, вот это вот, нам кажется, что вот, ты сейчас станешь таким, ты сейчас станешь вот и будешь ничего не делать. Нет. Мгм. Ничего не делать есть только в одном месте, в животике у мамы. Какие-то бессознательные процессы делать. Животик у мамы — самое райское место. А в остальном для того, чтобы человек жил, набирался впечатлениями, всегда что-то нужно делать. Я так подозреваю, что человек, который мечтает стать богатым, ну, королем, и при этом ничего не делать, никогда им не станет, потому что в основе него уже есть ошибка ничего не делать. Конечно, конечно. Просто у таких людей достаточно высокого ранга, у них дела, они выстроены в систему, это их жизнь. Мгм. Они не считают это за что-то такое серьезное, за то, что это прям делание, что это труд. Всей Я жизни. так живу, я Мгм. не могу без этого жить. Вот в чем секрет. Это совсем другой подход. Конечно, я не могу там жить без того, чтобы не вскопать, да, я не могу жить без того, что там не накормить много детей там, или, допустим, людей. Я не Мгм. могу без того, чтобы не сделать праздник. И вот те корпорации, которыми движет эта сила, они развиваются. Те люди, которыми движет эта сила, я не могу ничего не делать, да, они развиваются. А те, кто ничего не делает, они больше так это А, деградируют. да, и те люди, которые в первую очередь хотят в себя вкладывать, да, не для других. Для чего вообще, для чего королю в этом месте говорить? У Чтобы него обратиться есть к своим старший подданным. брат. Зачем ему вот вдруг приспичило? Есть старший брат, он говорит хорошо. Мгм. Да он горел своим народом, он знал все. То есть ему было интересно, в отличие от старшего брата, младшему было это все интересно. Он этим жил. Ему нужен был этот навык общаться, И передавать мысль. да, и заметь, короля делала его жена. Ну да, помогала ему. Она нашла именно этого человека. Она всегда была рядом. И она его поддерживала, чтобы он, когда он срывался. Да, То есть это присутствие, вспоминаем сказку про лису и Котофея Ивановича. да, поддерживающая женская часть. Сильно поддерживающая, верящая в него, верящая в то, что он справится. И на этой ее вере, и он сам поверил. Конечно, Вообще это круто, когда в тебя верят. Особенно твоя любимая женщина. конечно. В этом месте можешь передать ей привет. Да. Передаю привет тебе. Вот. Ну, красивый фильм. Фильм показывает, как идет становление, как нам порой очень страшно проявить себя, как нужно себя в этом месте подталкивать, дисциплинировать, работать над собой, да, работать над тем, Мгм. чтобы это стало твоей жизнью. Не бояться, ну, преодолеть вот этот страх, на другой уровень спуститься или подняться. Да, Это тоже увидеть. испытание. Да,
по-своему такой. Да, фильм очень сильный и достаточно красиво снят, прикольный. Там есть такие моменты, за которыми хочется наблюдать. И вот если его смотреть достаточно осознанно, вы много нюансов увидите. Мгм. Вы увидите то, как развивается сам сюжет, как король становится королем. Как он мыслит такими категориями, когда его этот врач-психотерапевт лечит, и он Мгм. пытается оценить это сквозь королевскую призму и нервничает, что ему надо это делать. Мгм. Он не любит такие вещи делать кринжовые, поэтому ему Менять, приходится, да, менять систему свою. какие-то. Конечно, для того, чтобы развиваться, надо постоянно что-то менять. Ой, я не знаю, может, рассказывала уже в каком-то из выпусков, но а, владелец а, зубной пасты Сплат, вот, у него есть такая система, я прям думаю, как крутой чел, потому что система такова, говорит, я прихожу в ресторан, говорю, принесите мне самое невкусное блюдо. Мгм. То есть он пробует разное, он дает себе вот это моменты, не то чтобы только вкусное, да, а понимает, а почему это невкусно, почему это не любят. То есть он познает вообще разные краски жизни. А как же вот, да, сообщество зациклено на мне только самое лучшее, Успехи. самый, да, успешный успех, не на жизни. Получается, как самолет с одним крылом. Да? Только это, ну, при этом не зная другую сторону. Мгм. Ну да, и в минусах обычно есть путь к тому, чтобы расти, увидеть эти слабые точки. Но важно увидеть второе крыло, важно увидеть, как ты летишь целиком. Да, абсолютно верно. Фильм очень красивый, рекомендуем к просмотру. Я бы так сказала, он не только приятный к просмотру, но и с архетипической точки зрения достаточно целостный. М. Там есть и мужская, и женская часть, и умирающие, да, умирающая отцовская фигура, то есть Доминирующая. да, доминирующее, высвобождающее место. То есть фильм про цельность, про становление, про путь героя. Практически сказка. Так и есть. Всем спасибо. Да, всем пока-пока.